Жемчуг южных морей на сегодняшний день самый дорогой в мире. Одна жемчужина в зависимости от качества стоит от пары тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Из всех жемчужин насыщенного золотого цвета именно жемчуг южных морей будет стоить дороже остальных. Как же он выглядит, где культивируется и почему сегодня он самый дорогой из всех популярных? Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Gemstones. Среди многообразия видов морского жемчуга есть настоящий фаворит женских сердец. Это жемчуг южных морей. Обладание самыми крупными в мире жемчужинами – заветная мечта для многих. Морской жемчуг производит только 4 вида устриц. Самая крупная из них – Пинктада максима. Именно этой труженице мы обязаны появлению красивейших жемчужин в мире – золотистого и серебряного оттенков. Размеры этой устрицы поражают. За несколько лет устрица вырастает до 30 сантиметров, и именно поэтому возможно получение крупных жемчужин. Размеры получаемой жемчужины от 9 до 25 мм, средний размер 12-16 мм. Чтобы получить культивированный жемчуг южных морей, много компаний выращивают устрицы прямо на своих фермах. Это гарантирует лучшую приживаемость и урожай. Через 2 года при переходе из так называемых яслей устрица готова к подсадке первичного материала. Чаще всего это отличного качества перламутровый шарик и немного материала мантии другой устрицы. Устрицы, которые производят жемчужины южных морей, вовсе не способны жить не в родных теплых морях, а поэтому центрами культивации жемчуга являются берега Австралии, Филиппин, Мьянмы и Индонезии, то есть теплые воды Индийского и Тихого океанов. Чистота воды на десятки километров, отсутствие примесей и жестоких рыбалок играет ключевую роль при культивации, поэтому сохранение экологии в этих местах стоит на первом месте. Есть 2 вида этой устрицы – сереброгубая – silver lippet и золотогубая – gold lippet. Так их назвали по внутренней стороне раковины. Цвет получаемых жемчужин от белых и серебристо-розовых до кремовых, шампань и золотых. Устрица способна проходить культивацию максимум 3 раза. Потом жизнеспособных отпускают обратно в океан. Других же используют в производстве косметики и бытовых веществ. Жемчуг южных морей на сегодняшний день самый дорогой в мире. Одна жемчужина в зависимости от качества стоит от пары тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Из всех жемчужин насыщенного золотого цвета именно жемчуг южных морей будет стоить дороже остальных. Колье от компании Паспали из идеального австралийского жемчуга южных морей было продано на аукционе Сотбис за 2 миллиона 300 тысяч долларов в 1992 году. Чем же этот жемчуг южных морей так уникален? Прежде всего, стоит сказать о слое перламутра, ведь он способен достигать толщины в 6 мм. Например, для сравнения, морской жемчуг Акоя имеет толщину перламутра лишь в 0,7 мм. Кроме того, жемчужины южных морей имеют хорошую сохранность. Благодаря такой толщине перламутра с жемчугом ничего не случается. Стоит сказать также и о редкости этого жемчуга. Ограниченная природными условиями культивация не позволяет производить большое количество жемчужин. Отсюда их большая ценность и стоимость. Ну и, конечно же, сроки культивации. Чтобы получить жемчужину южных морей, сначала нужно 2 года потратить на выращивание подходящей устрицы. Затем еще 2-4 года на выращивание самой жемчужины. При этом никто вам не гарантирует результат, поэтому культивация – весьма трудозатратное производство. Кстати говоря, например, на австралийских фермах знаменитой фирмы Паспали даже есть психологи, работающие с сотрудниками, ведь бережное отношение к своей работе является ключевым, а устрицы – это живой организм. Какими бывают жемчужины южных морей? Они делятся по форме, по цвету и по размеру. Например, по форме бывают круглые жемчужины, каплевидные, жемчужины барокко или циркл с бороздками. По цвету выделяют белые, бело-розовые, бело-голубые, кремовые, шампань и золотистые жемчужины. Яркого золотистого оттенка самые редкие и сложно получаемые. Размер жемчужин южных морей стартует от 8 мм до 16-18 мм. Более крупные жемчужины появляются крайне редко и являются эксклюзивными, поэтому
поэтому чаще всего реализуются в ювелирных изделиях на закрытых аукционах. Для всех видов морского жемчуга, а жемчуг южных морей не исключение, характерен матовый блеск. И, конечно, учитывается у каждой жемчужины качество поверхности. Здесь смотрятся имеемые дефекты у жемчужины, и если они присутствуют, то стоимость ее уменьшается. На сегодняшний день нет жемчуга, способного превзойти жемчуг южных морей. Вот почему обладание такой жемчужиной для многих становится настоящей мечтой. Спасибо за внимание и хорошего дня!